Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Open Art Академия, и сегодня мы будем знакомиться с вами с мягким материалом. Я бы хотела вам рассказать про сангину и сепию, и хотела бы показать вам несколько техник, как работать с этим материалом. Сангина выглядит вот так, от темно-коричневого до светлого. Сепия – это материал, имеет цвет такой более глубокий, коричневый. В отличие от сангины, сепию можно разводить водой. То есть мы можем изначально натереть крошечки вот таким вот ножом, развести это с водой, и это будет краска. Сепия себя очень хорошо ведет, когда мы ее разводим с водой. Соус тоже разводится хорошо с водой. Бывает разных цветов, оттенков, также белый соус. К мягким материалам относится также уголь. Он бывает прессованный, а бывает вот натуральный древесный уголь. Древесный уголь более мягкий. Он не наносит таких серьезных глубоких штрихов. В работе с мягким материалом, ту, которую буду показывать вам я люблю использовать больше такой вот уголь, натуральный, древесный, не прессованный. Прессованный уголь, он делает такие очень глубокие черные тона. Я же не очень люблю такие темные тона, вот, поэтому использую натуральный древесный уголь. Для работы с мягким материалом мы будем использовать резинку. Мне больше нравится от фирмы Милан. Она такая мягкая и очень хорошо работает с мягким материалом. Есть еще резинка, но это не резинка, это клячка называется. Это очень удобная вещь. Да, она формируется, вы можете сделать любой, какой вам нужен уголочек для того, чтобы подтереть, да, можно сделать тоненькие такие вот мазочки и высветлить наше место. Помимо всего прочего, мы можем отщипнуть, сформировать тот размер, который нам нужен из этой клячки. Клячка оставляет другую фактуру, поэтому вот можно играться резинкой, клячкой. И еще вот есть один интересный материал. Я забыла, как это называется, я обязательно вам напишу. На первый взгляд похож на конфету. Вот так вот он выглядит. Этот материал, вот когда прикладываешь, он очень хорошо убирает ненужный пигмент. Почему я вот специально не прячу этот пластик? Потому что эта резинка не любит соприкосновения с воздухом. И когда есть немножко грязи, она окисляется и становится очень липкая. Что эту резинку совершенно спокойно можно стирать, мыть мылом, и она может служить вам очень долго. Палочки, которые нам тоже очень могут пригодиться в работе с мягким материалом. Когда рисуешь картину, для того, чтобы сделать более четкие линии, либо где-то подчеркнуть, можно использовать карандаши. Это пастельные карандаши. Иногда для того, чтобы сделать более четкую линию и не использовать карандаши, да, я использую кисточку с водой. Можно это размывать. И вот такая вот кисть у меня лежит на столе. В дальнейшем вы увидите, мы потом будем ею просто сметать ненужные резиночки. Что касается бумаги, рекомендую вам использовать самый простой ватман. Желательно, чтобы он был большей плотности. Можно использовать бумагу пастельную, уже тонированную, вот в зависимости от вашей идеи, вашего проекта, что вам хотелось бы нарисовать. Я использую ватман. Это ватман, который я изначально затонировала сангиной.
Как тонировать и готовить бумагу для мягкого материала, вы сможете увидеть в следующем видео, которое мы для вас специально подготовили. На листе бумаги мы рисуем мелочком, и потом это размывается водой при помощи губки, которой мы моем посуду. И при помощи этой губки мы можем делать разные фактуры. Вот это вот тоже интересный момент, не забудьте об этом.